Всем привет, друзья! Как всегда, с вами Антон. Сегодня появилась очень интересная информация о том, что Ubisoft готовит новый проект, поэтому я решил не медлить и рассказать вам об этом. Всем приятного просмотра, погнали! Думаю, ранее у меня на канале вы уже слышали о таком персонаже, как Хендерсон. Том Хендерсон, тот самый датамайнер, который слил уже очень много информации по поводу различных игр. Причем эта информация зачастую является правдивой. Так вот, вчера вечером тот самый Том Хендерсон написал о том, что Ubisoft делает новый шутер от третьего лица. Этот шутер будет по новой франшизе. Также вместе с текстом Том оставил вот такую вот картинку. Это можно считать неким тизером к новой игре от Ubisoft. Если внимательнее рассмотреть картинку и вспомнить еще проекты от этой компании, можно вспомнить, что у них была игра под названием Hyperscape. Вот она действительно очень похожа на новый проект. Почему-то Том говорит, что новая игра будет называться Pathfinder. И суть игры такова. В команде будет 4 человека, и им нужно будет добраться до центра карты, где потом придется сразиться с боссом под управлением ИИ. На пути, конечно, не будет все так просто. Нужно будет сражаться с различными врагами, пересечь две некие стены с воротами, которые будут ограждать путь. Самый важный акцент стоит на воротах, потому что от них зависит, насколько будет сложным и каков вообще будет путь к боссу, потому что за ними также будет что-то интересное. Хендерсон говорит о том, что постепенно, когда мы будем приближаться к этому самому главному боссу, будет увеличиваться и сложность игры, поэтому в этом большом приключении придется искать интересные улучшения, прокачиваться и становиться, собственно, сильнее. Еще упоминается о том, что будет хаб с магазином с разными активностями. Сам проект в данный момент находится на самой ранней стадии производства, а информация о том, на какую платформу и когда он вообще выйдет, Ubisoft и Хендерсон не говорят. На данный момент у компании немножко другие интересы, а если быть точнее, то они собираются выпустить мобильную версию Rainbow Six Siege. Игра будет доступна как и для iOS, так и для Android. Режим будет, как всегда, 5 на 5 с частичной разрушаемостью. На первых порах, после того, как игра выйдет, будут представлены только популярные карты и оперативники из основной игры. Но в будущем их станет намного больше. Собираются ее выпустить до конца 2022 года. Давайте вернемся к Pathfinder. На данный момент об этом грядущем проекте известно, что, во-первых, как я и сказал, она очень похожа на Hyperscape. Если говорить подробнее о Hyperscape, то это королевская битва, сервера которой отключат 28 апреля. Вместе к этому Ubisoft написали, что полученный опыт обязательно пригодится им в будущих проектах. Возможно, как раз таки поэтому картинка Pathfinder напоминает о этом Hyperscape. Если вернуться на 1 минуту ранее, где я говорил об уровнях и то, что нужно будет прокачиваться, то при убийстве как раз таки противников мы сможем повышать наш уровень. К сожалению, по поводу прокачки это все, что мне известно. Что же по поводу самих персонажей? Герои, за которых мы будем играть, так и называются героями, а у каждого из них есть свои уникальные способности, что помогут нам проходить препятствия. По словам датамайнера, игра будет намного интереснее, чем Hyperscape, и в ней будет намного больше функционала и интересных плюшек. Если задуматься о том, когда же все-таки предположительно может выйти эта игра, и выйдет ли она вообще, то я считаю, что это не будет в этом году, как минимум в следующем, а в лучшем варианте в следующем ее просто анонсируют. Как вам такая информация? Что думаете по поводу этой игры? Станет ли она успешной? Сейчас лично мое мнение. Я думаю, что у проекта действительно есть потенциал. Все-таки как-никак с прошлого проекта Hyperscape, по словам, Ubisoft поняли, что же нужно добавить в новый проект. На самом деле игры такого типа на данный момент популярны, поэтому будет круто, если все-таки Ubisoft выпустит хоть какую-то информацию по поводу этого проекта. К примеру, сразу после того, как полностью выйдет Rainbow Six Mobile. Что касается Тома Хендерсона, не знаю, верить ли точно его словами вообще этому сливу, но данный датамайнер действительно часто выпускает правдивую информацию. Может быть даже такое, что само название Pathfinder это только временно и оно будет изменено. В общем, посмотрим. Нужно ждать новых новостей, а также официальных заявлений по этому поводу. Если тебе уже понравилась идея игры, тогда поставь лайк и подпишись на канал. Ну а я сейчас еще накидаю несколько теорий того, что же там может быть. Что если, к примеру, добавить к этому всему какой-то некий сюжет, отдельный сюжет, чтобы, к примеру, можно было собраться с друзьями и кооперативно проходить эту небольшую сюжет, ну или интегрировать сюжет прямо по пути к сражению с боссом. На самом деле идейка интересная. К примеру, если нас будут ждать в конце путешествия разные боссы, можно это самое путешествие как-то по-разному разнообразить. Предположительно, в комментариях пишут о том, что на карту в игре будет высаживаться не одна команда, а и другие команды. Поэтому, возможно, наши враги будут не только ИИ, но и реальные люди. А если прикинуть такую ситуацию, что все эти команды заодно и все против одного босса, все это очень интересно. Действительно нужно ждать новостей, а также тех самых сливов, чтобы быть ближе к этой игре и понимать, когда же она появится. Пока что это можно расценивать как слухи и надежду на хороший проект. Спасибо большое за просмотр. На этом видео подходит к концу. Поделись им с друзьями, чтобы они тоже знали, что Ubisoft готовит Rainbow Six, во-первых, мобильный, а во-вторых, еще и какую-то интересную игруху. Всем хорошего настроения. Бай-бай.